Когда закончилась Вторая мировая война, американские тяжелые грузовики имели в среднем по 150 лошадиных сил мощности и на ровных прямых дорогах могли разгоняться до скорости где-то в 40-45 миль в час. По мере того, как росла экономика, сеть межштатных высокоскоростных магистралей начала быстро расширяться. Объем грузоперевозок начал расти соответственно. Увеличивались и мощности грузовиков, а также их скорости. Ведь в этом бизнесе время доставки грузов является одним из ключевых факторов успеха. Уже к концу 60-х годов мощность в 250-300 лошадиных сил была нормой для магистральных тягачей, а средние скорости на шоссе достигали 60-65 миль в час. Между тем, в конце 60-х ограничение скорости на интерстейтах в США составляло 75 миль в час и даже 80 в некоторых штатах. И, разумеется, многим водителям-дальнобойщикам просто не хватало мощности, чтобы разгонять свои машины до таких скоростей. В условиях бурного развития отрасли частных грузоперевозок, когда водитель являлся собственником машины, спрос на мощность и скорость был огромен, и в какой-то момент такие компании, как Peterbilt и Kenworth, начали предлагать к установке на свои тягачи могучий 12-цилиндровый дизель Detroit 12V71. В 1972 году заявленная мощность этого двигателя составляла 434 лошадиные силы, крутящий момент 1634 ньютон-метра. Detroit Diesel 12V71 был настоящим монстром, превращавшим своего владельца в настоящего короля дороги. Однако некоторым, самым безбашенным тракерам, и этого было мало. Если сравнивать грузовики того времени с современными им маслкарами, то Detroit 12V71 был чем-то вроде мопаровского двигателя 440 Magnum, но некоторым все-таки хотелось 426 Hemi. Многие частные операторы хотели не просто ездить быстрее, они хотели возить за раз еще больше груза, налегке обгонять тех, кого считали тихоходами, и без проблем штурмовать самые крутые подъемы. Чаяния этой группы потенциальных покупателей услышала компания Freightliner, в те времена плотно сотрудничавшая с не менее знаменитым американским производителем грузовиков White. В 1973 году был представлен новый бескапотный тягач White Freightliner Powerliner, который уже в самой базовой форме оснащался тем самым 14-литровым 12-цилиндровым V-образником Detroit Diesel 12V71 на 400 лошадей. Опционально был доступен 14,6-литровый дизельный V8 Caterpillar 3408 с той же мощностью. Однако разрабатывались грузовики Powerliner специально для того, чтобы принять в моторный отсек и успешно использовать еще более крупные и мощные двигатели. Рядные шестерки производства Cummins объемом в 1150 кубических дюймов или без малого 19 литров, массой в 1660 килограмм каждый. Младшая версия этих колоссов, доступная на Powerliner'ах, обозначалась как Cummins KT. Благодаря турбонаддуву она развивала мощность в 450 лошадиных сил с крутящим моментом в 1830 ньютон-метров. Но также предлагались двигатели серии KTA с турбонаддувом и интеркулером мощностью в 525 либо 600 лошадиных сил. В последнем случае пиковый крутящий момент составлял 2142 ньютон-метра и достигался на 1600 оборотах в минуту. Просто представьте, каково было обладать такой мощью полвека назад, сидя за рулем магистрального бескапотника. В общем, не мудрено, что в какой-то момент Freightliner выпустил на рынок самую тяжелую модификацию Powerliner Twin Steer с двумя управляемыми передними осями, выдерживавшими нагрузку почти в 11 тонн, благодаря чему максимально допустимая масса такой модели в составе автопоезда составляла 46,5 тонн. Особый White Freightliner для особого типа перевозчиков, как его рекламировал производитель, не был обычным кэбовером Freightliner, в который просто засунули огромный мотор.
Это была новая, специально спроектированная модель с уникальной рамой, расширявшейся спереди под кабиной, чтобы принять на себя огромную силовую установку, для охлаждения которой использовался самый большой радиатор, когда-либо устанавливавшийся на магистральные тягачи. Система охлаждения двигателя в принципе стала предметом особой гордости производителя, утверждавшего, что во время тестовых испытаний вентилятору в среднем приходилось включаться всего на 1 минуту на протяжении каждой 1000 миль пробега. В 60-70-х годах компания Freightliner славилась тем, что предлагала наибольшее количество вариантов спальников для своих грузовиков. Powerliner не стал исключением. Он был доступен как с дневной кабиной длиной в 160 см, так и с 4 спальниками, длина самого большого из которых составляла 104 см с шириной в 239 см. И, разумеется, у стороннего поставщика можно было заказать кастомный спальник едва ли не любой длины и конфигурации. Кабина, состоявшая из 12 алюминиевых панелей, опрокидывалась на 90 градусов при помощи гидравлики и могла быть оснащена всем, что только мог пожелать дальнобойщик той эпохи. Прямо с завода можно было заказать кондиционер, стереосистему, шкафчик для одежды и даже электрическое одеяло, подключавшееся в прикуриватель. Также у Powerliner имелось увеличенное лобовое стекло высотой в 61 см и общей площадью в 1,33 квадратного метра. Впрочем, не все было так радужно и прекрасно, как оно описывалось в рекламных брошюрах. Журнал Overdrive, одно из самых популярных печатных изданий того времени в грузовой сфере, в своей многостраничной статье в сентябре 1973 года, посвященной Powerliner, назвал модель самым дрянным грузовиком, построенным в Америке, а возможно и в мире, за который производителю должно быть стыдно. И все из-за низкого качества сборки и используемых материалов. Журналистам не понравилось вообще все, начиная от самого тонкого в мире бампера, который можно было легко согнуть одной рукой, до той самой уникальной рамы, которая была слишком хлипкой, по мнению Overdrive, чтобы справиться с предполагавшимися нагрузками. Журналисты отметили, что хромированные дверные петли моментально царапаются и теряют свой блеск. Конструкция дворников слишком нежна и ненадежна. В щель между кабиной и закрытой дверью можно легко просунуть газету и еще множество пренеприятнейших мелочей. Powerliner был нацелен исключительно на частных операторов с изначально высокими требованиями к своим грузовикам. Но, по мнению Overdrive, новый Powerliner был совершенно недостоин этой целевой аудитории. Единственное, к чему у журналистов не было претензий, так это к двигателю. Ведь у моделей KTA 600 просто не могло быть равных. Ни Peterbilt, ни Kenworth не предлагали с завода ничего подобного. Хотя энтузиасты-самоделкины нет-нет, да и вставляли этих монстров под капоты грузовиков, изначально для них не приспособленных. KTA 600 старых лет выпуска были настолько надежны, долговечны и просты, что даже сегодня их используют для создания машин, участвующих в соревнованиях Big Rig Pulling. К примеру, под капотом вот этого Dodge Bighorn серьезно модифицированный Cummins KTA 600 раскручивается до 4000 оборотов, вдвое больше своей нормальной скорости, и развивает при этом что-то около 3000 лошадиных сил. Powerliner, оснащенные KTA 600, потребляли до 70 литров солярки на 100 километров пробега, в то время, когда обычные дизельные тягачи при хорошем раскладе могли уложиться и в 40 литров. Это не было проблемой до начала топливного кризиса 1973 года, но когда цены на дизель к середине 70-х подскочили почти вдвое и продолжили рост, топливная эффективность стала одним из важнейших факторов при выборе грузовика, особенно для частных операторов. К тому же, в январе 1974 года новым федеральным законом максимально допустимая скорость на трассах в США была ограничена 55 милями в час, и Powerliner растерял фактически все свои преимущества. Могучий, непобедимый Powerliner вышел на рынок в самое неподходящее время, какое только можно себе представить, и это предопределило всю его судьбу.
Всего с 1973 по 1979 год было построено лишь около 500 экземпляров Freightliner Powerliner.